Холерик– печень, сангвиник– сердце, флегматик– желудок. Это не просто классификация Гиппократа, это фатальная связь вашего восприятия времени с вашим телом. Исследования Цуканова доказали, зная свои циклы, можно предотвратить инфаркт и рассчитать точки жизненных взлетов. Отношение ко времени во многом зависит от нашего темперамента. Чем больше мы суетимся, тем субъективно меньший объем времени ощущаем. Пока мы не научимся настраивать свои биологические часы на формат «здесь и сейчас», время так и будет. Или незаметно улетать, или скучно растягиваться. Время– самое непостижимое явление в нашей жизни и одновременно вызывающее непреодолимое желание познания. Время– функция, абстракция или просто стрелка на часах, неумолимо отщелкивающая реальность, бегущая в темпе нашей повседневности. Символом, олицетворяющим время у древних народов, было катящееся колесо. Колесо времени, вращающееся вечно. Сегодня представление о времени как таковом стало некой проблемой. Правильное распределение времени, формирование плана, стратегии, тайм-менеджмент уже ставший привычным термин. Мы непременно должны овладеть этим хитрым инструментом в угоду своим целям. Но одновременно появляется новый тренд, альтернативный, призывающий не спешить, распорядиться возможностью бездеятельности и созерцания. Научиться играть со временем, не экономить его, а раствориться в потоке, отдаться ходу времени и тем самым обрести искомую свободу. Как же устроен наш ум, постоянно требующий объяснений? И как действуют наши чувства, когда мы вдруг ощущаем, что нечто безвозвратно ускользает, растворяется в вечности? Так много запросов и вызовов. Так мало истинного и обнадеживающего. Время — свет, идущий миллионы лет от давно несуществующей звезды. Или траектория от трепетного восхода нежного солнца по яркому, манящему своей лазурью небосводу в сгущающиеся сиренево-розовые сумеречные облака на закате. Миг, и нет этого дня. Солнце сеяло за горизонт. Все события собрались лишь в воспоминания, нанизанные на временной стержень, а иногда и просто канули в лету. Науку и искусство всегда привлекала возможность истолковать, постичь, описать, ухватить время всеми доступными им средствами. Психология времени — большой раздел науки, исследующий проблему переживания времени человеком, закономерностей, связанных с индивидуальными особенностями его восприятия. В Одесском национальном университете имени Мечникова это научное направление представлено кафедрой дифференциальной и экспериментальной психологии. Созданная в 2003 году легендарным профессором Борисом Иосифовичем Цукановым, который посвятил всю свою жизнь изучению проблемы времени. Кафедра занимается разнонаправленными исследованиями в этой области. В монографии «Время в психике человека» профессор Цуканов указывает: из накопленных психологической наукой фактов следует, что психика человека существует в переживаемом времени, и все психические процессы включают в себя его метрические и топологические свойства. Субъективно переживаемое время течет, а его течение человек узнает из собственного опыта. Время распадается на ушедшее прошлое, переживаемое настоящее и ожидаемое будущее. Развитие человеческой личности, ее появление, становление, разрушение, исчезновение имеет онтогенетическую развертку во времени жизни с рядом критических точек, поворотных пунктов, периодов творческих взлетов и неудач. Это означает то, что самые важные, ключевые события на жизненном пути изначально заложены природой на глубинном временном личностном уровне. Жизнь каждого из нас состоит из сменяющих друг друга циклов четко определенной длительности, большой биологический цикл, обусловленных так называемой индивидуальной единицей переживаемого времени. Эта единица определяет наши собственные биологические часы и является врожденным, органическим параметром, который, в свою очередь, определяет и тип темперамента человека. В основе распределения людей на холериков, сангвиников, меланхоликов и флегматиков природой заложена способность переживать время определенным образом.
Поэтому одни из нас всегда спешат, а другие всегда опаздывают. Одни ориентированы на будущее, другие живут прошлым. Третьи находятся в настоящем, как это принято называть, в ситуации здесь и сейчас. Именно к третьему способу позиционирования себя во времени жизни призывают сегодня многие ученые, эзотерики, духовные учителя. Все мы кардинально отличаемся друг от друга. Холерики живут в субъективном дефиците времени. Время для них кажется летящим, они устремлены в будущее, желая достигнуть поставленных целей. Сангвиники боятся не успеть, для них время бежит. Будущее для них интересно, его хочется побыстрее приблизить. Для меланхоликов время стоит, они как будто заторможены в нем, будучи ориентированными в прошлое. У флегматиков всегда есть избыток времени, потому что оно для них идет медленно и равномерно. Исследования профессора Цуканова уникальны. Также они дают возможность выявлять так называемые предпочитаемые заболевания, которым подвержены представители того или иного типа ориентации во времени, либо типа темперамента. Следует остановиться на этом более подробно. Эта идея принадлежит еще Гиппократу, который впервые предложил классификацию по 4 известным по сей день типам темперамента. Речь пойдет о хронических неинфекционных заболеваниях. Холероидная группа подвержена заболеваниям печени и желчного пузыря. Сангвиноидная и меланхолоидная группы – болезням сердечно-сосудистой системы и почек. Флегматоидная группа – болезням желудка. Важным открытием стало понимание возможности вычисления времени наступления кризисов, которые четко попадают в определенную фазу цикла жизни человека, и возможности предупредить наступление обострений, предпринять профилактические меры. Особенно масштабные исследования проводились среди больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Благодаря этому удалось предотвратить инфаркты у многих пациентов, прошедших специальное психологическое обследование. Метод хронометрирования, заключающийся в воспроизведении временных интервалов различной длительности, в результате чего определяется индивидуальная единица переживаемого времени. Также можно воспользоваться известными валидными тестами определения типов темперамента по Айзенку, Стреляу и другим. В повседневных заботах и темпе современной жизни мы часто забываем о том, что являемся частью природы и даже венцом ее творения. Человек не склонен к постоянной саморефлексии и возможности абстрагироваться в достаточной степени от ежедневных целей и задач. Мы редко поднимаем голову и любуемся звездным небом. А ведь это одно из самых прекрасных зрелищ. Человек идеально вписан во Вселенную. Вместе со всей Землей он несется с немыслимой скоростью по просторам космоса, в то время как нам кажется, что наша жизнь и наша проблема — что-то, являющееся центральным событием. Иногда кажется, что впереди еще целая вечность, то есть масса времени. Так ли это? Все ли мы сможем успеть? Хватит ли нам времени, чтобы стать счастливыми? Оставим эти вопросы в статусе риторических, но не будем о них забывать. Если вам понравился наш рассказ, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые захватывающие истории. Пишите свое мнение в комментариях и обязательно нажмите на колокольчик, чтобы первыми узнавать о выходе наших видео. Спасибо за просмотр и до встречи в новых выпусках.